Всем hello, вы на канале Мой Флакон, меня зовут Слава, и в этом видео я расскажу про 5 моих наилучших и любимейших ароматов от Сержа Лютанца. Это ароматы, которые моя рука чаще всего тянется, чтобы вдохнуть его, нанести на себя, и никогда я не хочу, чтобы они у меня заканчивались. Для меня это 5 ароматов, которые больше всего описывают какую-то одну ноту. Это аромат моно в каком-то плане. То есть в своем стиле он один из самых лучших, красивейших ароматов, которые я встречал в своей жизни. Первый аромат, про который я хотел бы рассказать, называется De Profundis. Он цветочный, посвящен цветку хризантеме. Вы когда на себя его наносите, вы сразу переноситесь в красивый, роскошный сад, где очень много больших клумб с цветками хризантем. Недавно прошелся дождик, пахнет свежестью, озоновостью, вот этой влажной, мокрой землей. И этот аромат полностью передает вот этот аромат влажного сада после дождя и саму красоту цветения этого цветка хризантемы. У меня сейчас на данный момент этого флакончика, у меня был флакончик, я его отдал своему другу, чтобы он мне его заполнил, потому что у него есть полноразмерный флакон. У меня, к сожалению, нету полноразмерного флакона De Profundis, но он прекрасен, вы будете с ним выделяться из толпы. Так мастерски было подобрать пирамиду, чтобы обыграть этот цветок и не перебить другими нотами. Вы сразу, он узнаваемый, вы сразу его узнаете, что пахнет хризантема. Как по мне, для меня хризантема это больше какой-то осенний больше цветок на осень, ассоциируется с букетами для подарка учителей. И это один из лучших цветочных ароматов, которых я вообще знаю. И вот жду не дождусь, когда Алексей приедет и привезет этот аромат, чтобы вдыхать этот прекраснейший цветочный сказочный шедевр. Следующий хотел бы рассказать аромат, который называется Le Participe Passé. С французского переводится как «причастие прошедшего времени». Такая вот карамельная, коричневая жидкость. И он на самом деле пахнет действительно соленой, жженой карамелью. Вот до этого аромата я ничего подобного не встречал. Где вы вообще встречали соленую, жженую карамель? Так это красиво здесь звучит. Вот эта жженость, она не только карамельная. Здесь еще есть... когда провода немного, как сказать, поджигаются, подпаливаются. И вот есть такой запах немного жженой резины. Здесь вот это тоже есть на самом деле, но больше я чувствую жженую карамель. Он сладкий, довольно-таки сладкий. Он очень шлейфовый, он очень диффузный, он очень стойкий. Он очень красивый. Я не знаю, как можно было сделать такой прекраснейший аромат с карамельной. Для меня это вот такая согревалочка, когда хочется осенью или зимой на себя нанести какой-то аромат, который вас согреет своим вот этим карамельно подгоревшим теплом. Но не подумайте, что это пахнет гарью какой-то, горелостью, там чем-то подгоревшим. Нет. Это если прям принюхаться, додумать. Конечно же, здесь я чувствую очень много древесных смол, какая-то немного ладанность. Он в то же время такой немного церковный. Здесь я чувствую немного вот эти восковые свечи, которые плавятся в церкви. Прекраснейший аромат, он ни на что не похожий. В предыдущем видео я обозревал многие ароматы, которые у меня есть в коллекции от Сержа Лютанца. Если вы не смотрели это видео, в описании под видео будет ссылочка. Посмотрите, рекомендую, будет вам интересно. И то видео я закончил на
таком вот флакончике. Называется он Gris Clair. Посвящена эта линейка к водам. И выглядит как такой кусочек льда. Прекрасно выглядит. Gris Clair переводится с французского как серо-белый. И я его обожаю. Вот сейчас я его нанесу. Этот аромат для меня прекраснейшая, идеальнейшая лаванда. Вообще, как показала практика в моей жизни, знакомство с лавандовыми ароматами, они на старте пахнут действительно хорошо, натурально, природно, цветочно, лавандово. Вот вы его нанесли, и 5 минут он будет красиво звучать лавандой и все такое. Но многие ароматы лавандовые, они через 5 минут начинают так раскрываться некрасиво. Эта лаванда переходит в какую-то душную, в химозную лаванду, которая просто на вашей коже начинает пахнуть так, что как будто, я не знаю, как будто вы надели на себя какую-то старую одежду, которая давно у вас пылилась в шкафу. Вы до этой одежды у вас не доходили руки, и вот вы ее одели, вот она пахнет немного уже залежавшейся, какой-то старостью. И вот многие ароматы с лавандой, они вот это передают. Вот эта лаванда на старте будет классно раскрываться, свежо, точно, но в дальнейшем какая-то ерунда начинается. Это Gris Clair, это самый лучший лавандовый аромат. Это самая лаванда, которая, как вы только ее нанесли, она вот до конца будет звучать супер красиво. Это современное звучание вообще ароматов, я считаю. А здесь есть еще... Почему современное? Я здесь чувствую ноту утюгов, металла. Это вот только что постиранное белье, но не пахнет порошком, там чистотой, нет. Здесь больше пахнет вот свежецветочным, выглаженным бельем. Вот именно выглаженным, именно горячим утюгом, там вот дотрагивался горячий металл до одежды. Вот и в то же время это говорит о том, что это приятная, чистая, свежая одежда. И вот, и как это можно было сделать, что эта наисвежайшая лаванда, она подходит вообще на все случаи жизни. Это полностью все ароматы, которые я сегодня буду говорить. Это все унисекс для меня полностью. И все могут им пользоваться. То есть лаванда, если вы любите лаванду и вообще что-то похожее ищете, чтобы натурально звучащая лаванда, красиво звучащая. Вот, Gris Clair. Следующий аромат называется Fil en Aiguille и переводится как «женщина в иголках» с французского. Это зелье во флаконе, хвойное зелье. Аромат больше для меня очень зимний, передает вот эти все хвойные породы, вот эти все иголочки, смолистость, древесину. Все, что связано с хвойными деревьями, все в этом флаконе есть. Это очень дорогой аромат, так как он представлен в небоскребе. Это одна из самых дорогих линеек у Сержа Лютанца. Его на самом деле еще очень сложно купить. Его очень быстро раскупают, несмотря на его стоимость. Единственный минус у него – это то, что он не стойкий. То есть вы наслаждаетесь этим прекраснейшим сказочным таким лесным ароматом, натурально звучащим, примерно час-полтора, и он очень так медленно пропадает на вашей коже. Но за 1,5 часа это непередаваемое чувство, что вы куда-то переноситесь в сказочный зимний лес, где произрастают хвойные растения. И это один из самых лучших хвойных ароматов, которых я вообще встречал и знаю.
Вот лучше этого аромата я ничего подобного не встречал. Это очень красиво. Этим хочется пользоваться перед Новым годом, зимой. И в заключении хочу рассказать про аромат Шене. С французского переводится как дуб. Этот аромат у меня один из самых любимых ароматов, которые у меня есть. Он входит в 5 моих любимейших. Это аромат с нотой дуба. Вообще дубовых ароматов я практически мало где встречал, да и вообще практически их нету. Вот я в своей жизни первый аромат с нотой дуба я встретил. Это тоже супер натурально звучит. Это звучит такой дубовой, роскошной, добротной мебелью, сделанной из дуба. Аромат роскошной, дубовой, дорогой мебели. Березовый деготь. Здесь есть небольшая такая дегтярность, копченость. И я его считаю, что он больше подойдет для парней, он больше мужской, хотя это все унисекс, его спокойно могут носить и девушки. Это почему? Это один из самых красивых древесных ароматов, которые я знаю. То есть он входит в мою вообще 5 самых крутых ароматов. Он очень стойкий, он как-то умиротворяет, он вас собирает. Этот аромат дополняет ваш образ. Он идеально подойдет на деловую встречу, прогулку в лес, на вечеринку, в ресторан, да вообще просто прогуляться где-нибудь. Мне он очень нравится, я его обожаю. Рекомендую. Спасибо за просмотр этого видео. Поставьте лайк, если было интересно. Подписывайтесь на наш канал. Скоро у нас будет конкурс подписчиков, кто подписан, с подарками. Вам спасибо большое за просмотр этого видео. С вами был Слава. Всем прекрасного настроения, прекрасных парфюмерных путешествий. Всем goodbye.